Hi, меня зовут София, мне 19 лет, и я живу в Америке. Вообще, все свои 18 лет я прожила в Украине, в городе Днепропетровск. Я училась, ходила в садик, школа, лицей, университет. Я знала, что эта страна не для меня, и что я буду учиться и жить за границей, где-нибудь в Европе, потому что мы всегда с мамой туда летали. Но как получилось так, что я в Америке, сейчас я вам расскажу. Но перед началом всей истории я вам хочу сказать, что это мое первое видео, мой первый канал, первый опыт, и мой канал будет в формате видеодневника, где я вам буду рассказывать про свою жизнь, про свои победы, свои поражения, что было, что будет. И надеюсь, мы станем с вами мини-семьей. Мини, а потом очень большой семьей. На данный момент я живу в Америке уже 9 месяцев. Сейчас я нахожусь в городе Нейпл, штат Флорида. Этот штат должен быть очень теплым, но сейчас у нас очень холодно, ветрено, и я хожу не в таких топиках, я хожу в штанах теплых и в худи. На самом деле сейчас я понимаю, что Америка это было моим лучшим решением за все мои 18-19 лет, и что я сделала его правильно, даже несмотря на то, что я уже не видела всех своих близких 9 месяцев, я все равно рада тому, что я нахожусь тут. Как же я решилась все-таки на такой отважный шаг? В 2020 году, в начале пандемии, я рассталась со своим бывшим молодым человеком, с которым у меня отношения закончились очень плохо, на такой неприятной ноте. И я была очень поникшая этим, потому что в конце случилось небольшое предательство, которому я очень не рада, что так получилось, но так получилось. Я готовилась к ЗНО, я была в 11 классе, я собиралась поступать в мединститут, я собиралась туда поступать с 9 класса, я шла целенаправленно, учила биологию, физику, разбиралась в этом всем, но я не поступила туда и даже не пыталась туда поступать, потому что я начала отношения с моим молодым человеком, с которым я сейчас уже год и 9 месяцев, и он жил в Америке. И сейчас я вместе с ним живу в Америке. Сам он из Украины, но пару лет назад он со своими родителями и младшим братом переехал в Америку. Мы с ним познакомились. А как мы с ним познакомились, это уже другая история. А что насчет отдельного видео о знакомстве с моим парнем? Если хочешь, то пиши в комментарии, и я сниму. Я поняла, что Украина и медицина не для меня. Я захотела полететь в США, я должна была опробовать этот новый опыт, которому я сейчас безумно рада. Я с каждым днем поглощаю все больше и больше опыта от этого всего. И полетела я по программе Work and Travel. Но об этой программе я расскажу вам в следующем видео, так как это затяжная тема, а сейчас мы с вами просто знакомимся. За месяц до ЗНО я всем сказала, что я не поступаю в мединститут и улетаю в Америку. Но я поступила в другой институт, я поступила на кибербезопасность, я закончила на отлично первый курс, и сейчас я заканчиваю второй курс, наверное, тоже на отлично, я не знаю. Сложно ли было переехать? Было очень сложно переехать морально, и физически тоже на самом деле, но морально сложнее. Год отношений у меня был на расстоянии, целый год. Мы падали, поднимали друг друга, родители в нас не верили, отговаривали, мои родители говорили: да зачем тебе та Америка, давай ты лучше все-таки будешь уже на кибербезопасности и полетишь в Европу учиться. Так и было задумано до этого, но я сказала: нет, я хочу в Америку. Я работала, училась, плакала, не спала ночами, стресс, мне было очень сложно. Но оно того стоило, я вам так скажу. И я вам могу сказать с уверенностью, что отношения на расстоянии существуют. Они и правда существуют, просто не для всех. Как вы уже поняли, целый год мы с моим молодым человеком встречались на расстоянии. Это были 24/7 звонки по фейстайму, постоянно в наушниках, с телефоном, с зарядкой, всегда так. Еще и пандемия, поэтому я сидела дома,
и всегда с ним общалась. Но был минус в том, что у нас была большая разница во времени, 7 часов. У меня было утро, у него ночь, у меня ночь, у него день, вечер. И так было каждый день, и я не спала до 5-7 утра, я спала с 7 утра до 3 часов дня, и потом я с ним просыпалась, и мы опять общались. Было очень сложно, но я пережила это, и сейчас я с ним вместе в Америке нахожусь, и живу с ним вместе, и мы уже 9 месяцев вместе, так что я там очень счастлива. Для того, чтобы быть в Америке, я работала на ненавидимой работе, я ее просто терпеть не могла, потому что это работа с детьми, а я детей не очень люблю. И это было мне очень сложно, но меня всегда радовала моя подруга Настя, соседка, подруга, мы с ней постоянно были вместе, и это очень было классно. Но еще было пару минусов в том, что пандемия, ты никуда не можешь особо ходить, ты ничего не можешь делать, летать. Я еще часто болела, но я успела пройти курс по маникюру, сделать операцию, получить визу, закончить институт. Первый курс. Не сам институт, а первый курс. Это тоже ого-го. И поработать. За что я очень рада этому году, что он мне дал такие толчки. И я поняла, что дома сидеть нельзя, надо что-то делать. Свою визу я получила в начале мая 2021 года, а в Америку я уже прилетела 25 мая. Но встретилась со своим любимым, дорогим молодым человеком я 26 мая. Было очень классно. На самом деле я не хочу делать это видео очень затяжным, так как это первое видео, я просто его хотела сделать очень коротким и рассказать чуть-чуть о себе, чтобы дальше было намного интереснее. Поэтому пишите в комментарии, какие темы вам были бы интересны. Хотели бы вы смотреть дальше мои видео, и не забывайте подписываться, потому что для меня это очень важно. Всех люблю, целую от души. Всем пока!